Сегодня будем делать комбинированный маникюр, а также тестить новый материал. Так что присоединяйтесь, с вами я, Миронова Виктория. Сегодня я буду тестировать вместе с вами новые гель-лаки, которые появились на моих полках. Эту торговую марку мне посоветовала одна из моих подписчиц. Я всегда ищу новые гель-лаки, которые были бы мне очень удобны в работе, поэтому решила рискнуть и заказать себе новый материал. Когда тестирую новый материал, всегда заказываю себе базу и топ без липкости. Цветники я всегда заказываю разные. Например, светлую пастель, так как она всегда самая проблемная, ну и что-то яркое. Хоть лето уже и закончилось, мои клиенты всегда все равно красят ногти вот таким ярким оттенком. Поэтому я поновила свою палитру и попробовала вот этот оттенок от Tufi Profi. Как видите, он хорошо ложится, типса прозрачная, а материал достаточно плотен и хорошо ее перекрывает. Как я говорила вам и ранее, что всегда заказываю пастельные гель-лаки для того, чтобы посмотреть, как они ложатся, хорошо ли они прокрашивают весь ноготь. Ненавижу гель-лаки, которые нужно перекрывать 3, а то и в 4 слоя. Как сейчас я вижу, гель-лак плотный и довольно хорошо ложится, но, конечно, нужно смотреть еще на ногте. Бывает такое, что на типсе все хорошо, ну а уже когда перекрываешь руки клиенту, появляются некоторые нюансы. Мне захотелось обновить свою палитру зеленых, так что взяла еще один оттенок. Следующий флакончик номер 124. Это голубой цвет, очень красивый и сочный. Ну, конечно, куда без красных оттенков. Я считаю, что красный никогда не выйдет из моды, потому что это классика. Пока я цветниками очень довольная, они оказались все очень плотные, яркие и красивые, так что время применить их на практике. Сегодня буду делать маникюр на вот этих ручках. Это моя новая клиентка. Буду снимать материал с помощью твердосплавной фрезы с зеленым маркером. Сейчас моя фреза движется по часовой стрелке со скоростью 35 тысяч оборотов. А пока я снимаю старый материал, напишите, девчонки, мне в комментариях, тестили ли вы уже этот новый материал гель-лаки от Tufi Profi. Мне очень интересно знать ваши отзывы об этом материале. Чтобы сделать форму поуже, по просьбе моей клиентки, я щипцами срезаю боковухи, чтобы при опиле мне было легче. Пилочкой для натуральных ногтей придаю форму свободному краю. По шарам раскрываю проксимальную складку для дальнейшей работы с аппаратом. Фрезой пламя с острым носиком сначала на форварде, затем на реверсе приподнимаю и очищаю зону кутикулы и боковых валиков.
После того, как очистила весь птериги, я наношу гелевый кератолитик, хорошо его распределяю по кутикуле, затем тщательно вычищаю все топориком из-под кутикулы, вытираю кератолитик сухой салфеткой, затем приступаю к обрезанию кутикулы ножницами. Когда маникюр готов, пришла пора перекрывать ногти базой для гель-лака. Каучуковая база от Tufi Profi мне очень понравилась по консистенции. Она немного жиже, чем те базы, к которым я привыкла, но она очень быстро самовыравнивается, что не может не радовать. Когда базовое покрытие полностью высохло в лампе, пришло время наносить цветники. Я просто не могла сегодня не удержаться и использовать пару цветников в нашем маникюре, ведь так хотелось попробовать новые оттенки в работе. Так что использовать сегодня буду 3 гель-лака из новой палитры. Это голубой, бежевый и зеленый. Мизинцы я перекрыла голубым оттенком, безымянный, средний и большой бежевым и указательный зеленым оттенком. Как видите, эти гель-лаки очень плотно ложатся на ногти. Мне они очень понравились в работе, с ними все очень легко, хорошо ложатся под кутикулу и не затекают, что очень важно. Когда все ногти уже перекрыты цветниками и они просохли в лампе, я могу приступать к дизайну. Я заказала себе не только новые гель-лаки, но также еще новую черную гель-краску. Я уже неоднократно вам рассказывала, что в своей работе для рисунков я использую только гель-лаки, но у меня все же есть гель-краски, это черная и белая, и мне очень важно, чтобы этот продукт был плотен, так как я использую гель-краску только для тонких прорисовок, и если этот материал будет плыть, то ничего красивого не получится. Сегодняшний дизайн будет очень простым. Я рисую контурные листья. Мне они очень нравятся, они воздушные и придают дизайну такой легкости. Когда все тонкие линии прорисованы и подсохли в лампе, я могу взять топ без липкости, смешать его с капочкой черной гель-краски, и получается замес, которым я зарисовываю некоторые детали на моих листьях. Когда дизайн высох в лампе, я перекрываю ногти топом без липкости. Этот топ мне тоже очень понравился, хорошо перекрывает и не полосит. Вот так
Какой результат у нас сегодня получился? С одной стороны кажется, что маникюр нежный, но есть своя изюминка. Пишите, девчонки, в комментариях под видео ваше мнение. Вы знаете, что мне очень важно его знать. С вами была я, Миронова Виктория.